flowing with the tide, the universe inside. The answers come to me, they set my spirit free. Всем привет, мои невероятные, с вами снова я, ваша Каролайн, и это «Гадание с любовью». Мы сегодня с вами посмотрим расклад на тему, какие решения, наверное, какое решение, какие действия он будет предпринимать в отношении вас дальше, что он будет делать. Ну, мы же понимаем, да, что мы смотрим на людей, которые по большей вероятности могут проявиться. Особенно в ретроградный Меркурий. И хотя, знаете, я бы хотела сказать, типа, ну это там не 10 лет, вы там уже не общаетесь, и он тут проявится. Хотя бывает и такое. В моей практике бывает и такое. Пока я тут ищу ваших мужчин, у вас есть задание. Быстренько заваривайте себе чаечек, кофеечек, садитесь поудобнее, настраивайтесь на информативный, позитивный расклад. Вот, где ты? Вот, не хотел. Король кубков в тройке мечей, понятно? Ничего не знаю, тут какой-то расстроенный мужчина, если что, к нам в расклад идет. Давайте посмотрим последовательность выхода на сцену прекрасных королей. Первый мужчина — это у нас с вами король кубков, рак, скорпион и рыбки. Второй мужчина — король жезлов, овен, лев, стрелец. Третий мужчина — король мечей, близнецы, весы, водолей. И четвертый мужчина — король пентаклей, телец, дева, козерог. Мужчина уже на столе, я надеюсь, чай, кофе тоже. Я готова. Вы готовы? Поехали. Здравствуйте, мои невероятные единички. Кто загадал короля кубков? Смотрим. Будет ли он проявляться? Загадывайте сроки, можете загадывать... Ну, я не советую такие какие-то большие сроки загадывать. Я сейчас снимаю в процессе, в моменте, в эпицентре ретроградных планет, особенно ретро-Меркурия, поэтому можете загадать как раз-таки по 29 число. Если нет, ну там уже свой какой-то выбирайте промежуток времени, ну, в зависимости от того, когда вы это смотрите. Давайте смотреть, проявится ли король кубков, будет ли делать какие-то в отношении вас действия, не знаю, какие-то все-таки проявлять инициативу, да, либо менять стратегию, если вы там с ним общаетесь, и там непонятно, что там, как человек раскачивается. Туз жезлов, десятка жезлов. Хочется, ну, может быть, там, не знаю, эмоционально загружен, физически загружен, но проявляться будет, потому что тут жезлов хочет прям выскользнуть из колоды. Давайте, проявится ли этот человек в загаданный вами срок? Будет ли делать какие-то действия в отношении вас в загаданный срок? Если да, то какого рода эти действия будут? Как? Что? Если нет, то почему? Ну и дальше, если мы увидим, что он будет проявляться, мы посмотрим, с чем идет все-таки, соответственно, ради чего, какая цель у этого всего проявления, если оно будет. Давайте, будет ли проявляться, либо как-то вот действовать в вашу сторону. Восьмерка жезлов, да, туз жезлов, восьмерка жезлов, более того, возможно, быстрее, чем ожидаете. Самое интересное, вот серьезно говорю, даже если кажется, что прошло 10 лет, вот на моей практике буквально сегодня с несколькими людьми там переписывалась, особенно у нас сейчас попадают под эту категорию близнецы, стрельцы, это особенно близнецы, извините, это Меркурий, это же управитель наш, еще большое количество планет ретроградных, короче, нас возвращают явно. Ну, близнецы больше по рабочим каким-то моментам, да, то есть партнерство, но больше шестой еще дом, там рабочая какая-то сфера. А вот у стрельцов прям, я вам хочу сказать, я вижу, как это происходит. Короче, давайте так, неважно, какой вы знак зодиака, неважно, вообще сейчас я приплела одно к другому, в общем, но тут явно, да, человек проявит инициативу, даже несмотря на то, там, сколько времени вы там не общаетесь или общаетесь. Но тут, если вы в общении, да, в коммуникации, человек будет более ярко проявлять в вашу сторону свою инициативу, более ярко как-то к вам показывать свои эмоции и чувства. Конечно, они больше про страсть, про желание, про вот какую-то эмоциональную такую, знаете, проявленность, чем сердечную. Но так или иначе, это да, это прям да.
Может, не знаю, забросает вас письмами, сообщениями, фотографиями какими-то непристойными, знаете, которые исчезающие через один просмотр. Ладно, шучу, хотя кто знает, потому что 8 жезлов, тут жезла, давайте честно, можно даже и так прочитать. Ладно, давайте, пожалуйста, можно без этого. Как проявлять будет инициативу? Что он будет делать? Каким образом проявляться будет? Извините, но у кого-то реально полетит, не знаю, можно так говорить, забанят, не забанят, не хочу. Давайте так, проявит инициативу явно на поговорить, потому что, ну давайте так, страшный суд, 6 мечей. 6 мечей для меня это карта, знаете, вот я там, не знаю, плыву в лодке, что бы я там ни делала, у меня мысли есть о тебе. Куда бы я ни направлялся, даже если я направляюсь в какой-то новый путь, я думаю о тебе. То есть ты со мной в моей голове, ты со мной в моих мыслях. Вот тут вот какая-то, возможно, действительно человека, знаете, ну что-то ёкнет, либо приснитесь, либо вот эмоционально вот такой, нет, все напишу. То есть он это сделает реально на эмоциях, потому что первая карта все-таки, когда тасовала, это все тоже выходило на эмоциях. Страшный суд может указывать на что? На то, что ситуация, какая-то событийность в его жизни, она прям его подтолкнет к этому. Это может быть из банального, не знаю, увидит вашу историю, из банального увидит кого-то похожего на вас, из банального там... вспомнить, знаете, там, не знаю, там, Google фото такое вот напоминание, там, что было 10 лет назад. Но, опять же, да, то есть какое-то событие его к этому подтолкнет. Событие, воспоминание, эмоции, не знаю, запах, ощущение, вот что-то внешнее, вот его прям вот подтолкнет к этому действию. И 6 мечей — это все-таки на желание на поговорить, да, то есть объясниться, либо узнать что-то о вас, узнать, как вы живете, думаете ли вы о нем так же, как и он о вас думает, потому что, ну, он думает. 9 кубков, да, мы там сидим, мы вроде как ничего не делаем, мы мечтаем, вроде у нас там в жизни все нормально, да, но мы все равно, вот есть какая-то мечта, вот все равно слишком много эмоций. Окей, хорошо, если вы с этим человеком, в принципе, в отношениях, тут человек реально может проявить такую достаточно эмоциональную инициативу, на поговорить, возможно, о будущем, о чем ты там мечтаешь, о чего ты хочешь, да, а может быть, мы как-то это все... Ну, то есть здесь нет карт, указывающих на проявленную инициативу в том, чтобы там завершить отношения. Наоборот, как будто бы, чтобы проложить путь дальше, узнать, как дальше, чего вы хотите, совпадают ли ваши желания с его желанием. Потому что, ну, человек реально очень, кстати, очень переживает, если вы с этим человеком вообще коммуникацию не поддерживаете, переживает, что вот эта история уже закончилась для вас, что вы там уже пошли дальше, и все, у вас классно. 9 пентаклей, 9 жезлов, что вы вообще либо не ответите, либо заблокируете, кстати. Ну, что королева пентаклей, смотрите, 8 мечей. Есть внутреннее ощущение такого, знаете, что не особо там достоин вашего внимания. То есть, скажем так, даже если он не осознает своих проколов, да, если таковые были, то подсознательно он понимает, на что вы действительно достойны. Чего вы достойны. Окей, давайте посмотрим. Какая цель этого проявления? Что ты хочешь? Цель проявленности, либо вот этих действий, к чему оно ведет? Зачем это все? Скучает. Скучает, переживает. Кстати, переживает, что, возможно, может вас потерять, да, навсегда. Паж кубков, повешенная 2 кубков. Знаете, вот любил тебя всю жизнь. Оставила ты след в моем сердечке. Ладно, давайте. Ну, цель скучает. Давайте так. Кто расстался? Цель скучает, думает, не может отпустить вас, все еще там, не знаю, вовлекается в вашу историю, подвис, завис, заинтересован в вас. Но 7 мечей указывает на то, что действительно какого-то серьезного намерения я здесь не вижу. Ну вот, извините, нет. Возможно, на далекую перспективу по звезде помечтать, поговорить, вспомнить что-то, сфокусироваться, расслабиться. Если вы с этим человеком в отношениях, слушайте, ну, смотрите, может проявить инициативу какую-то, мол, типа, ну, не знаю,
давай выходи за меня замуж, да, давай запланируем там свадьбу на следующий год, там, не знаю, на 2026, или давай вообще на 2027, там, говорят, год классный будет, там, не знаю, по каким-то событиям, да, ну, то есть тут как будто бы человек, исходя из прошлого чего-то, пойдет по какому-то по хитрости и что-то вот на будущее, как будто бы освободить себя сейчас от чего-то. Потому что он мне все время показывает десятка жезлов, типа это как тяжесть эмоциональная, напряжение. То есть для того, чтобы себя от чего-то освободить, что-то запланировать с вами на потом. Опять же, если история прям 100% была какая-то точка, человек напряженно скучает, думает, отпустить не может, и вот ему захочется вернуться, но вот похитрить, знаете, ну вот честно скажу, доверять этим словам не стоит, относитесь легкомысленно, потому что все равно пажиком он идет, понимаете, паж кубков, да, он с двойкой кубков, но извините, что вам, знаете, вам воды-то надо из колодца пить, а он придет со своей там 0,5 такой, говорит, на, вот у меня водичка тут стоит уже несколько лет, попьешь, вот все, что я могу тебе предложить. Вот тут вот что-то такого плана. То есть человеку пока что действительно по сути, по факту предложить нечего. Только свои эмоции, только свои скучания, только свои ощущения. Да, конечно, ваша там невероятная, не знаю, королевская, там, королева Пентаклей и звезда, но, опять же, вы там невероятная, все классно, потешить ваше самолюбие. Ну, вот это, наверное, единственное, что он может сделать. Но по факту доверять, вот, скажем так, планы можете построить, но ретроградный же Меркурий, правильно? Кто, как бы, какие планы вообще строятся в такой период времени? И не только ретроградный Меркурий, а еще количество планет, извините, ретроградных в этот период достаточно сильно. Поэтому, ну, пока что так скажу, на помечтать, поностальгировать, приятно провести время, да, все остальное, ну, там уж как сами, знаете. Я думаю, ваша чуйка вас не подведет, если что. Спасибо. Так, давайте, кто загадал короля жезлов? Девочки, здравствуйте, смотрим вас. Будет ли проявлять инициативу король жезлов, как-то действовать, либо менять стратегию, либо вообще проявлять инициативу в вашу сторону какого-либо рода? Если да, то какие это будут шаги и движения? Если нет, то, соответственно, почему? Слушайте, на дне колоды тоже восьмерка жезлов, луна, смерть, ничего себе. Может, у человека, кстати, сейчас достаточно важный какой-то активный период трансформации. Я не совсем, конечно, могу понять, что он... Ну, точнее, не совсем я могу... знаете, как я не могу передать. У него сейчас такое состояние, как будто бы очень тяжелый этап, не понимает, куда идти. У него реально большое количество трансформационных процессов. И, возможно, как внешне, так и внутренне. Внутренне 100% у человека меняются то ли ориентиры, то ли фокус его внимания, то ли в целом жизнь очень сильно меняется, вкус к жизни. Потому что мне как-то эмоционально он... Страшный суд, десятка жезлов. Ладно, давайте. Проявит ли он инициативу, будет ли действовать? Да, по жезлов тоже карта. В принципе, такого, знаете, проявления. Проявленный такой интерес. Искорка, да, возможно, какое-то там сообщение, привет, а чё, как. Если мы говорим, кстати, про стабильные отношения, ну, не знаю, по жезлу это какой-то проявленные эмоции, это что-то милое, это что-то легкое, это что-то активное, но это не что-то глобальное. То есть я не вижу, чтобы у человека пошел рост какого-то действия. Почему? Потому что, скорее всего, опять же говорю, что у человека какие-то внутренние процессы очень тяжелые. И ему скорее не хватает сил на это. Иерофант, семерка кубков, четверка мечей, опять выбор какого-то пути. У него сейчас важные изменения в жизни. Но проявить инициативу к вам он проявит. Неважно, в каких отношениях, как, что. Ну да, инициатива будет, она будет, конечно, не глобальная, но да. Что будет делать? Что? Звезда, двойка мечей, туз пентаклей. Тоже, знаете, такие планы, тоже какие-то, возможно, предложения, которые достаточно интересны, но они скорее больше на перспективу. Может быть, знаете, там, типа, давай встретимся, поговорим, хотел бы тебя увидеть. То есть, вроде бы как... под вот этим вот каким-то проявлением спрятано что-то действительно ценное, но оно как будто бы на потом, знаете, ну, звезда, двойка мечей, как будто бы сейчас человек
Просто я не понимаю, тут инициативность, а тут достаточно холодные карты идут, потому что здесь вот так вот на эмоциях проявится, на каком-то желании, то есть сделает какой-то шаг, сделает какое-то проявление, а вот здесь вот все, знаете, как будто бы на потом, потому что сейчас как будто бы человек к чему-то более стабильному, либо более правильному, более глобальному не готов. Двойка мечей. Давайте еще посмотрим, как проявляться будет. Ну, опять же, это на расстоянии, да, то есть не физическое взаимодействие. На потом, возможно, встречу назначат. То есть это может что-то написать, что-то предложить, что-то как-то обсудить. Это может быть в интернете, это может быть звонок, это может быть даже какое-то через кого-то. Ну, опять же, третьих лиц здесь пока нет, но тоже как будто бы не видимся. Может быть, двойка мечей, не видимся, не слышимся, но я через кого-то там тебе что-то передам. Либо что-то узнаю, да, то есть как-то он проявит эту инициативу, он ее проявит, но как-то на расстоянии. Либо, опять же, смысл будет действительно ценный по тузу пентаклей, но проявленность сама по себе звезда — это достаточно холодная карта. Двойка мечей — это еще более, знаете, такая безэмоциональная, ощущение, что непонятно вообще человек, что от меня хочет, либо что он несет, он что там, ну типа, не в смысле, что он несет в плане говорить, да, а в смысле, что в этой вот этой предложении, вот этом какой смысл конкретно в конкретном проявлении. Потому что вроде проявленность предложения классная, но человек либо с каким-то настроением не тем говорит, либо без эмоциональной подачи. То есть вроде как на искорке придет, вроде как проявится, вроде как там, не знаю, что-то напишет, либо что-то скажет, либо что-то предложит, как-то вот холодновато. Смотрите, шестерка пентаклей, чисто, знаете, такой бизнес-договоренность какая-то. Ты мне, я тебе, да? Я тебе дам то, что ты хочешь. Слушайте, если, короче, вы с этим человеком в отношениях, и вы ждете предложения, к примеру, какого-то, неважно, там, жить вместе, либо поехать куда-то, либо того самого предложения руки и сердца, такое ощущение, что он-то его вроде тоже как хочет, он его может сделать, но смыслово, вот как... Но это больше, знаете, извините, но я так и скажу, тут больше не потому, что он сам этого хочет, а потому что чувствует, что это надо сделать. Типа он что-то сделает, потому что он будет ощущать, что это нужно сделать. Вроде как позитивная история за этим всем скрыта, но он в двойке мечей. Человек вообще в себе, человек в себе сейчас разбирается, занимается. Он что-то сделает для того, чтобы... Вот, потому что это будет правильно, либо так нужно, либо на перспективу я понимаю, что это правильно, и я этого хочу, но сейчас эмоциональную какую-то составляющую в это я не вложу. Я вложу в это потом, да, потому что, смотрите, рыцарь пентаклей, рыцарь жезлов, такой, ну, немножко попозже, тройка жезлов, смотрите, туз кубков, особенно если вы там согласитесь, к примеру, да, если, к примеру, вы с этим человеком не общаетесь, нет никакой коммуникации. Он там напишет, там, привет, слушай, там, может, встретимся, поговорим. То есть, как будто бы безэмоционально будет писать, а уже при встрече человек покажет свои чувства и эмоции. Почему? Да, потому что, вот опять же, тройка мечей и девятка жезлов. Сейчас либо у человека действительно тяжелые процессы, и у него нет просто физической энергии вкладываться в это, либо человек очень сильно боится, что там раньше там как-то вот история закончилась некомфортно, вот, и что вы закроетесь, и у него сердце разобьется. Поэтому, знаете, как первое проявление, оно будет холодным. Оно будет не таким активным по какой-то причине. У вас все равно все индивидуально. То есть нет одинаковых историй. Не может быть того, что у каждого из вас там одинаковая история. Ну, я примеры, да, привожу. Почему? Потому что, ну, чтобы вы понимали, как это может проиграться. То есть человек проявит активность, потому что он будет чувствовать, что это правильно, что ему это тоже нужно, но в нее не вложит эмоцию по какой-то причине. Либо потому, что он сейчас эмоционально истощен по какой-то причине, что человек во что-то вкладывается другое, но он понимает, что вот так вот нужно сделать. Либо потому, что он боится, что вы там, ну, скажем так, закроетесь, и его сердце будет разбито. Для того, чтобы вот не потерпать поражение через вот такое прям, знаете, болезненное, он это сделает достаточно холодно. Он это сделает достаточно холодно. Давай, с чем придешь, да? Какая цель у этого всего? С чем придешь, какая цель у этого всего? С чем придешь, какая цель у этого всего?
Паш кубков, туз жезлов, колесница. Ну, вроде бы как, слушайте, ну, действительно, правда, это какие-то чувства, это какие-то эмоции, желания. Колесница — это планы двигаться дальше. Либо, если на дне колоды еще у нас 8 мечей, выйти из ограничений, выйти за пределы того, что было раньше, выйти за пределы там отсутствия коммуникации, да, то есть взять бразды правления в свои руки, потому что хотелось бы. Ну, давайте так, посмотрим, потом посмотрим. То есть, по крайней мере, пока что инициатива будет с его стороны. Почему? Потому что действительно хочется эмоций и чувств, действительно хочется проявиться, действительно хочется, возможно, вас в плане там чувствительном, эмоциональном, сексуальном, но потенциал на потом тоже есть. Пока что непонятно, как вы отреагируете, поэтому план слишком дальше не построен, потому что колесница на 8 мечей. И уже от дальнейших действий, от дальнейшей ситуации, от того, как разворачиваться в его жизни и в вашей вот эта коммуникация будет, уже будет зависеть его какой-то план. Потому что вроде бы как план действительно перспективный, но пока точка, знаете, итоговая, она еще не выстроена, потому что не совсем понятно, как вы отреагируете, не совсем понятно, как это будет дальше, не совсем понятно, как он справится с какими-то моментами дальше. И уже от этого всего зависит дальнейший путь. Но пока что действительно вот эмоции, чувства, желания, ну вот зачем он это делает? Для того, чтобы показать, возможно, проявиться, показать свою заинтересованность и на перспективу выстроить уже планы. Вот так скажу. Вот такой был король жезлов. Спасибо вам большое. А мы идем дальше. Так, теперь смотрим короля мечей. Девочки, кто загадал короля мечей? Здравствуйте. Смотрим вашего мужчину. Проявится ли он, будет ли он делать какие-то действия, инициатива, будет ли с его стороны в загаданный вами срок. Если да, то что он будет делать, если нет, то почему. Загадывайте свои сроки, но колода 8 кубков. Кстати, могу сказать так, человек хотел бы с вами пойти дальше. Потому что 8 кубков, знаете, королева пентаклей, туз жезлов, императрица, влюбленные. Я сейчас не буду читать треугольники, я смотрю четко на вас. Мне вот, кстати, может переживать, что либо вы там можете завершить с ним отношения, либо что какая-то ваша вот эта история, она уже типа пришла к финишу. Потому что есть там как двойка пентаклей, да, то есть и вот эта башня, вот это вроде как и переход с одной стороны, с другой стороны башня, десятка мечей. То есть есть переживание, что эта история, это финишная, либо что он чего-то не доведет до конца того, что бы хотел, либо вот она завершится, потому что она королева пентаклей, то есть он как-то вас очень высоко оценивает, он очень высоко вас оценивает, даже если не показывает это. Зачастую они не показывают это, конечно же. Значит, корону на себя наденете, и что он будет делать? Ладно, я шучу, я прям токсичу на короле мечей, извините, может, у меня настроение такое. Ладно, будет ли проявлять инициативу, что-то делать? 9 жезлов. Ну, не знаю, на расстоянии. Человек либо на расстоянии фактически, не знаю, какая-то мне больше это защитная реакция, знаете. Ну, хорошо, даже если ты на расстоянии будешь проявлять какую-то инициативу? Рыцарь пентаклей. Медленно, тяжело что-то. Возможно, реально тут человек на расстоянии. Тут у большей части из вас человек находится где-то в другом, либо городе, либо стране. То есть это прям вопрос с тем, что нет физической какой-то возможности прикасаться. Человек направляется вроде как в эту сторону, но, возможно, не все от него зависит. Потому что, давайте так, на расстоянии что-то будет пытаться делать, но не так быстро, либо хотелось бы больше, хотелось бы по-другому. Больше, честно, вот прям у меня внутри, то есть у человека ничего не поменяется в его стратегии, в его действиях, ну вот не поменяется. Либо это будет прям растянуто, либо не сейчас. Потому что, ну, все равно какой-то потенциал на попозже по рыцарю пентаклей есть, но вот эта 9 жезлов, она прям... Ладно, давайте посмотрим здесь, вот, может... Приехали. Ехали и приехали. Слушайте, знаете, человек, мне тут немножко такая история, что не особо он верит в какой-то хэппи-энд.
честно скажу. Человек почему-то очень сильно, у него тяжелые мысли. Вроде как вытаскивается, он там хотел бы встречи, праздника, не знаю, счастья, эмоций с вами. То есть он об этом много думает, вообще о вас много думает. Но вот почему-то вот все время финишная итоговая черта — это тройка мечей, разбитое сердце, недовольство. То есть человек реально недоволен ситуацией. Как будто бы, а что я могу сделать, если я фактически сейчас ни на что повлиять не могу? Я хотела бы вот эту 4 жезлов с ней, да, но постоянно вот мы идем к тройке мечей. То есть вот как будто бы ощущение, что вот тут человек больше в мыслях. Ну, кстати, такие достаточно токсичные, правда, мысли, потому что 7 мечей, дьявол. Ладно, все-таки давайте еще раз, потому что для меня вроде как и есть, и вроде как и нет. Вроде как и есть какие-то действия, вроде как и нет. Еще раз, будет ли он как-то проявлять инициативу и действовать в вашу сторону в загаданный вами срок? Вот опять, смотрите, через тяжесть. Как-то вот тяжело. Тяжелый на подъем. Может, тяжело вообще с ним будет общаться. Либо вот, знаете, под конец этого прям, вот под конец этого времени, под конец данного срока. Но опять же, смотрите, 9 мечей, это вот эти страхи. Вот то, что я говорю, вот какая-то, вот у него сейчас в голове почему-то не выстраивается какая-то сюжетная линия с хэппи-эндом. Все заканчивается как-то не очень. И знаете, что самое интересное? Ну вот есть потенциал, желание там с вами вот как вот чего-то стабильного. Но, возможно, вот эти страхи, это касательно того, что вы можете быстрее с кем-то другим выстроить нормальные отношения, но не с ним. То есть что-то он, чего-то он не может. Вот в его голове 10 пентаклей вам дать не может, потому что он в умеренности, в каком-то болоте. Ну, это его ощущение. Даже если он там материально все стабильно, все хорошо, его внутренние ощущения сейчас очень сильно вот как будто бы влияют его внутренние ощущения. Человек либо, знаете, вытаскивались его страхи, переживания. Может, он проживает какой-то тяжелый такой этап в жизни, трансформационный процесс. Ну ладно, все-таки действие еще. Давай так, еще. Можешь мне про действие сказать? Тип действия, если он будет? Что я как будто бы вытаскиваю из него. Смотрите, вот везде все почему-то финишное плохо. Я не знаю, почему-то все в поражении. Туз жезлов, император, 10 кубков. Слушайте, давайте так, плохо, но в какой-то момент человек чем-то либо вдохновится, либо поверит в себя, проявит инициативу, может даже что-то предложить, потому что, давайте так, человеку было бы легче, если бы у него была какая-то власть в ваших отношениях. Опять же, если вы там на бывшего мужа смотрите, хотелось бы ему вернуться в то состояние, когда он имел какую-то определенную власть, да, там, юридического характера. И если вы смотрите на человека на потенциал, давайте так, ему бы хотелось быстрее перепрыгнуть вот эти все состояния, в которых он живет. Действия тут, в принципе, как будто бы будут, но от него, от его состояния внутреннего, потому что император — это уверенный в себе человек. Сейчас вот этого я здесь не считываю. И не то, чтобы он там не уверенный в себе, у него сейчас какой-то кризисный внутренний такой процесс происходит. И вот почему-то у человека, знаете, может депрессивное состояние, тревожное состояние, переживательное состояние. Хорошо. Если мы говорим позже этого периода, проявишь ли ты какую-то инициативу? Вот смотрите, ну это капец. Ну как это выжидание. Вот выжидание, честно. Чего-то он ждет. Ладно. Если ты вообще как-то проявишься, на более... Смотрите, вот все карты ограничения. Возможно, сейчас не время вообще, в принципе, о нем спрашивать. То есть вам сейчас, возможно, это все не просто так происходит. Потому что вроде как, смотрите, я вам серьезно говорю, все происходит между вами не просто так. Слишком большое количество процессов. И у вас проходит, и у него. Сейчас не время. Не возврата, то есть не его какого-то либо активного возврата, либо активных действий, не вашей включенности в этого человека. Вам нужно уйти в себя, в какой-то свой рост. Человеку нужно работать с собой. Сейчас пока что процесс выжидания очень много зависит. Да, давайте так, если мы говорим на перспективу проявленность, я вот эти 2 карты сейчас не прочитаю как прямолинейный ответ на вопрос, я прочитаю как процесс, который человек должен внутри пройти, созреть для чего-то, и потом будет видно. Пока что он в процессе. И в перспективе, если человек правильно, прям ограничивает именно вас, ну, то есть его от вас, да, то есть почему-то идет это ограничение, почему-то это нужно. И если человек это все правильно пройдет, то он вернется, но вернется как что-то новое для перспективы, только так.
Все. Пока что вот так вот. Если мы говорим про отношения, которые потенциальные сейчас, да, то есть развиваются непонятно как, человек созревает. И вот если он не созреет, к сожалению, скорее всего, вы пойдете во что-то совершенно новое. Либо он станет, знаете, как либо человек поменяется, либо человек поменяется. Вот, извините, но вот так вот немножко высокомерно. А мы идем к последнему варианту. Последний вариант. Король Пентаклей. Девочки, здравствуйте. Смотрим на вашего молодого или не очень человека. Если не очень. Я прям после короля мечей слишком какая-то прям токсик. Такое не люблю свое состояние. Вот. Ну, боже мой, моя ж ты зайчка, 5 кубков, жрица, 7 пентаклей. Все же интересно, что там у вас, как вы там, что вы там чувствуете, что вы там думаете. Ну, проявленность такой нет, 4 кубков и 5 пентаклей. Нет состояния внутреннего, желания, ресурсности вот этой. Не знаю, человек тоже в каких-то важных процессах находится. А что бы там ни было, внутри у человека какие-то важные какие-то процессы, но вы ему интересны. Так, давайте. Проявит ли он какую-то инициативу в вашу сторону? Будет ли действовать? Будет ли как-то менять свою стратегию, да, либо тип проявленности в отношении вас? Если да, то какая-то будет проявленность, то как он это будет делать? Если нет, то, соответственно, почему? На дне колоды Луна. Спит и видит. Вот реально жрица, Луна. Там еще была 7 кубков, 8 мечей, 6 кубков. Девочки, кто с этим человеком не в отношениях, сейчас нет общения, человек реально может там вспоминать, ностальгировать, мечтать, уходить в какие-то там иллюзии, может там реально вы можете ему сниться. Реально может быть, знаете, какое-то измененное а-ля состояние, в котором он там о вас вспоминает, там фотографии перелистывает, возможно, даже слезки пускает. Но опять же, пока не увидим, не поверим. Правильно, правильно. Особенно от короля Пентаклей, извините. Тут такой человечек. Вот. Но может, кстати, заедать, запивать какой-то свой стресс, потому что тут явно есть какие-то моментики такие. Но давайте так, если вы с этим человеком в отношениях, реально он в какой-то ностальгии, там когда-то лучше было, что-то легче было, я был помоложе, ну, конечно, больше, знаете, с угла про себя. Но окей. Давайте действовать. Будет проявлять какую-то инициативу, вашу ждет. Девочки, извините, но вашу ждет. Либо через кого-то, может провокация какая-то, но все равно от королевы жезлов я четко прочитаю вашу инициативу. Вот вы, да, вы роковая женщина, королева жезлов, тут прям, ну, давайте так, немножечко а-ля ведьминская натура, вы явно оставили отпечаток в жизни этого человека, вы явно важная, вы явно главный герой его какой-то любовной истории, что бы его там ни окружило, где бы он ни был, какие бы он там, я не знаю, может, вы там смотрите действительно человека, который в отношениях, и вы выходите как королева жезлов, но как бы он там не транслировал визуально, внешне такую какую-то картинку, давайте честно, мы уже все давным-давно уже знаем, что каким-то моментом вот этим верить нельзя. Человечка, да, есть ориентир на вас, но хотелось бы вашей проявленности, вашей включенности. Если вы включаться не будете, вот не проявитесь, она ведьма, не ты, это она тебя притянет к себе. Слушай, ты тут как бы не этот, извините, так прямо, может, грубо, ну, извините, пожалуйста, корону свою не снимайте. Если она проявляться не будет, вот не проявит она инициативу, ты проявишь? Ну, опять, да, конечно, тяжело выжидать будет какого-то, последнего момента, кстати, не в ресурс человечек, но да, проявится. Может, реально не в материальном ресурсе, не чувствует себя так хорошо, как хотелось бы. Давайте, как придешь? Вот смотрите, вот ему надо все контролировать, чтобы для него все делалось. Как придет, ну не знаю, придет, расскажет про чувства. Такой весь такой вот, не знаю, там крылышки там свои, там розетот, вот перышки там почистит, такой придет. Придет, как, знаете, вот показывать, что в его жизни не будет, показывать, что скучал, не будет, рассказывать, что там очень-очень там сильно прям вот думал все время о тебе, не будет. Да, покажет свои чувства, заинтересованность, возможно, что-то с вами запланирует, но ему надо обязательно держать покерфейс, это прям очень важно. Но смотрите, придет, не хотел бы, но придет. С чем придешь, зачем, да, то есть какая суть, какой смысл проявленности твоей? Зачем?
Справедливость. Ну, не знаю, на дне колоды. Сейчас посмотрим. Такое, знаете, попробовать снова, попробовать заново. Конечно, есть переживание того, что вообще на самом деле есть ревность, которую человек не показывает, есть переживание конкуренции, есть страх того, что у вас кто-то есть, что вы не заинтересуетесь тем, что он вам предложит. Хотел бы чего-то большего, но что-то вот не так, понимаете? Ну, не знаю, королева мечей, тут вам, знаете, вон дверь, вон выход, да, либо голова с плеч, вот так вот. Вы тут, как бы, извините, необычная девушка. Придет, ну, понимаете, вот с чем? Вроде как хотел бы что-то нового, хотел бы как-то по-новому, но опять вот ощущение, что вроде бы как намерения хорошие, а человечек остался тот же, а ничего нового вы с этим не сделаете, потому что вот опять же, вот болотце, человек не поменялся, что-то в нем не изменилось. Попытку можете ему, конечно, дать, но она закончится так же, как и в прошлый раз. Если мы говорим про отношения на потенциал, человек может действительно вот что-то вот предложить, но довести это до какого-то четкого итога он не сможет. Вот сейчас, по крайней мере, нет. У него нет на это ни ресурсов, ни каких-то сил, ни каких-то эмоций, возможно, даже возможностей нет. Такой немножечко... Вот тут, правда, токсично. Почему? Потому что такой весь вот какой-то герой себя рисует, да, то есть император, король пентаклей, весь такой классный, а сам идет как пажик, понимаете? Поэтому давайте так. Причина, почему он вернется, да не хочет он вас никому отдавать. Такое, хочет, чтобы вы о нем тоже вспоминали. 5 жезлов, 4 мечей. Не дай бог вы его забыли. Но дать что-то большее, по крайней мере сейчас, ну, наверное, нет, девочки. Вот такой был король Пентаклей. Спасибо вам большое за просмотр. С вами была ваша Каролайн. Это было «Гадание с любовью». Я вас всех обняла, поцеловала. Пока. The answers come to me. They set my spirit free.